Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же будет с вашей личной жизнью? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо же на диагностику негатива, телефон под видео. Ух ты, сколько у нас мечевых карт. Смотрите, ребят. Знаете, у меня такое ощущение, что вы либо сейчас, либо же у вас был период, когда не хотели вообще ни с кем общаться. Вот отгородились от всех и от всего. И все это из-за вашей такой распрекрасной императрицы, которая то ли сломала вам жизнь, да, то ли она настолько сильно вас обидела, что вы разочаровались вообще и в женщинах, в отношениях, в любви, да. Здесь абсолютнейшая такая, знаете, уединенность какая-то была. У кого-то, повторюсь, сейчас такое состояние может быть, да, вот если особенно свежие у вас разводы. Я вам скажу, что вы даже вот как-то не спешите вступать в новые отношения. Вот то, что произошло в личной жизни у вас раньше, да, у кого-то это один развод был, у кого-то это больше, может быть, было, да. Вот как-то, напрочь отбили охоту. Ребят, напишите, поделитесь. Вот давайте еще проведем такой маленький опрос. Вот все-таки разочаровались вы полностью вот в женщинах, в отношениях или же нет? Ребят, вот напишите, все, кто делится. Вот хотя бы там просто плюсик поставьте, самые ленивые, да, вот просто вот, если разочаровались, плюсик ставьте, если же нет, значит минус. То есть, знаете, здесь такая ситуация проигрывается, когда вы находитесь в некоем таком жизненном тупике. Возможно, это было раньше, еще раз говорю, потому что, опять же, это общий расклад. Жизненный тупик, когда нужно было подумать, побыть наедине с самим собой, когда было страшно даже перед будущим. Вы боялись будущего, вы не знали, как жить дальше, куда двигаться, может быть, уехать, может быть, сменить вообще какое-то там, я не знаю, страну, город, умчать, куда глаза глядят. Да, это однозначно из-за женщины произошло вот такой вот жизненный тупик, который, до сих пор, возможно, кто-то из вас расхлебывает, потому что, бесследно это однозначно не бывает. Это всегда осадок, который порой даже, через всю жизнь длится. Даже вот на дне колоды мне показано, что, было состояние, либо же сейчас у кого-то из вас, что, как будто вот, реально сражен наповал человек. Это состояние, когда, казалось бы, земля уходит из-под ног. Напишите, ребят, вот тоже поделитесь, да, вот всегда интересно читать. Вот было у вас состояние, вот когда вы там расходились, расставались с женщиной, что, как будто вот конец жизни, да, как будто все, больше ничего не хочу, ничего не нужно. Реально, это такой жизненный тупик. Было очень много вранья в вашей жизни. Опять же, это связано с женщиной и с деньгами. Здесь у кого-то может проиграться, здесь 100%. Женщина, которая гуляла, женщина, которая любила деньги, красивую жизнь, и, конечно же, себя любимую. Не без этого. Знаете, вот, причем вот врали вам, особенно вот эта дама, профессионально просто. Были такие моменты, когда вы узнавали, что вот да, в какой-то ситуации, что вот это было вранье, и вы просто были в шоке по колено, потому что вы никогда не могли бы подумать, что вот она может врать до такой степени. Вы настолько всецело ей доверяли, что даже вот до последнего, вот однозначно среди вас есть такие, которые, имея на руках уже даже факты, да, факты измены. Может быть, вам даже говорили кто-то из знакомых, что я вот ее где-то с кем-то видел. Все равно вы пытались ее как-то оправдывать, потому что слишком сильно любили, и вы сами себя обманывали. Потому что не хотелось верить. Это был такой, знаете, как защитный механизм. Вот я не хочу в это верить, нет, она хорошая, да, вот это все вранье, это сплетни и так далее. То есть вот вы до последнего не верили. Да, вы пытались сохранить отношения, пытались сохранить семью, а особенно вот у кого есть дети, здесь еще даже ради детей вы пытаетесь вообще вот скреплять отношения, да, вот особенно у кого это было не единожды, вот может быть разрыв, да,
Ну вот ради детей даже вы пытаетесь это все сберечь, склеить, да, даже когда вот уже, казалось бы, уже клеить нечего. Но тем не менее. Я вам скажу, что вы сейчас вот находитесь в каком-то таком тупиковом состоянии. С одной стороны, вам хочется семьи, да, даже кому-то из вас вот хочется детей. Вот вы, в принципе, вы были бы не прочь детей, и несмотря на то, что они у вас, может быть, уже есть, ну, хотелось бы, да, вот от любимой женщины вы не против. Кстати, напишите, ребят, вы хотели бы еще ребеночка, лялечку такую или нет, маленькую лялечку? Но опять же вот этот момент сомнений, вот и хочется, и колется. Это такое болезненное состояние, которое вы, возможно, вот кто-то из вас проносит сквозь месяцы, кто-то сквозь годы. Это состояние недоверия. Это может быть состояние какой-то вот неуверенности. До конца вы не доверяете женщинам, да, вот именно до конца. Неуверенность в будущем. То есть здесь сплошные знаки вопроса. А как, а что, а с кем, а где взять хорошую, да, а где взять надежную. Ну вот в таком плане, да. То есть здесь может, знаете, вот у кого-то из вас проиграться даже, что вы какой-то период даже сознательно не вступаете вообще в отношения с женщинами, ни в какие, даже, ну, такие, дружбы организмов нет. Потому что нет доверия. А без доверия, без симпатии какой-то, ну, вам очень тяжело будет с женщинами общаться, а тем более, ну, в интимные отношения вступать. Напишите, ребят, согласны вы со мной или нет? Доверие – это очень важно в отношениях. Давайте будем разбираться, что же все-таки будет дальше в вашей жизни. Так, в личной жизни я имею в виду, да, у нас сегодня расклад про личную жизнь. Ну, смотрите, у вас очень сильно развита интуиция. Я вам скажу, что вы женщин, которых вот, ну, встречаете на своем, так сказать, жизненном пути, которые вообще вас окружают, вы их очень сильно чувствуете. Потому еще вы не можете устроить личную жизнь, потому что вы видите их насквозь, да? Помимо того, что вы не очень доверяете, плюс ко всему еще вот у вас чуйка. Чуйка, которая вас никогда не подведет. Единственное, что вы не всегда ее слушаете. Во-первых, вы видите, что женщины вокруг вас меркантильные, женщины, которым нужно постоянно подарочки, да, вот вы даже по своим знакомым видите, даже, может быть, кто-то по коллегам своим, да, там, родственники, ну, то есть вы все вот эти вот любовные истории, вы прекрасно слышите, вы видите и знаете, насколько сейчас мир перевернулся, поэтому вы уже как сканер, да, вот, вы просто вот сканируете всех женщин в своем окружении. Это может даже происходить как-то вот, ну, подсознательно, что ли. То есть вы смотрите, и вы понимаете, что в вашем окружении, ну, нет достойной женщины, с которой можно было бы на данный момент, там, ну, хотя бы серьезные отношения начать, да, я уже не говорю про свадьбу, там, и про женитьбу. Напишите, кто со мной согласен, ребят. Очень тяжело, потому что вы все чаще начали включать, ну, разум, скажем так, мозги начали включать. Если раньше вы как-то больше жили еще душой, сердцем, то сейчас вот этих вот всех житейских отношениях, да, вот, особенно в личной жизни, да, вы начали все больше так скрупулезно присматриваться, обдумывать, что за женщина, с какой целью, да, поэтому вам сложно будет выбрать. Уж слишком серьезный подход у вас к женщинам. Что же все-таки будет? Угу. Смотрите, еще какой-то период, я думаю, вы поживете, ну, как бы отшельник такой, да, вот захочется вам, кому-то захочется просто для себя пожить, расслабиться в каком-то смысле. Ну и плюс вы будете отвергать всех претенденток, которые будут к вам прилипать, да, потому что вы просто будете видеть, что нет, это не та, это не годится, это корыстное, это некрасивое, это еще какая-то, да, то есть вы будете держать дистанцию. Но в вашей жизни появится женщина. Это будут, знаете, это будут совершенно новые отношения, это будет незнакомый человек.
вот с ней потихонечку у вас начнутся уже более близкие, более тесные отношения. Причем это может быть знакомство где-то, знаете, ну, не будем опять же привязываться к месту, я так немножечко поинтригую вас, намекну. Это будет какое-то открытое место, ну, местность, да, боже, уже все, заплетык языкается снова. Это может быть парк, это может быть какой-то праздник, да, но это не по работе точно. Ну, где-то вот местность, на которой вы будете вместе, да. Могут быть очень много вариантов. Я же говорю, сад, парк, там какие-то, я не знаю, развлечения, еще что-то. Ну, то есть будут какие-то, может быть, тусовки, да, дни рождения, все что угодно может быть. Но где-то это, скорее всего, такая большая-большая открытая местность. И там произойдет знакомство, причем вот как-то, знаете, вот вы реально снова включите свою интуицию, и вы поймете, что вот да, вот с этой женщиной мне комфортно. С этой женщиной вот как-то, ну, не страшно, да, вот, ну, реально вот как раз слово «не страшно», оно сюда подходит. Вот она какая-то то ли простая чересчур будет, вот без понтов каких-то, да, потому что вам постоянно вот, ну, не везло с женщинами, то корыстные, то такие, то сякие, я имею в виду прошлые отношения, да, по жизни вообще. А это будет, она будет простая, вот как 5 копеек. Вы с ней начнете разговаривать о том, о сём и ни о чем, и потому вы почувствуете, что отсутствие понтов, отсутствие каких-то таких, знаете, ну, эгоистических таких моментов. Это всегда видно. Это видно с первого общения, с первого слова, да. Всегда самовлюбленную женщину, поверьте, мне видно. Это даже чувствуется энергетически. Но поскольку у вас очень хорошо развита интуиция, то, ну, вам не составит труда почувствовать такую женщину. Я вам скажу, что это будет момент, когда вы будете чувствовать, что, елки-палки, что-то я начинаю западать на нее. Я не скажу, что это будет любовь с первого взгляда, но нет. Но вы почувствуете вот какое-то притяжение, да, вот хочется и чаще позвонить, хочется чаще написать. Вы даже периодами будете сами себя бояться, вот сами бояться своих каких-то вот новых ощущений, о которых вы, возможно, уже забыли. Вы можете даже брать какую-то такую, знаете, осознанную паузу, что ли. Ну, то есть вы скажете, допустим, я занят, я там куда-то уехал, еще что-то. Ну, чтобы взять какие-то несколько дней, просто побыть самим собой, подумать о том, о сём, и как двигаться в этих отношениях. Потому что вот этот страх, он все-таки будет периодически вас посещать. Я не могу сказать, что это будет такой, знаете, океан страстей, как 17 лет, да. Вот вы сами себя своими мыслями, опасениями периодически будете сдерживать. Вы-то, конечно, справитесь с этим всем, но опять же для этого нужно время. Причем я вам скажу, что как-то так, по иронии судьбы, активизируются другие женщины. У кого-то может проиграться, что даже бывшая активизируется. Знаете, вот как часто бывает, ну просто до смешного доходит, что когда вот появляется у бывшего партнера, ну и это неважно, мужчина, либо же женщина, да, у всех так бывает. Как только вот, допустим, ваша женщина узнает каким-то образом, ну либо же чувствует, что у вас кто-то появился, она сразу же как-то проявляется. Вот сразу же. Бывает, что ну реально она просто почувствовала, даже не знала, но начинает писать, звонить, у нее какие-то вопросы появляются. Это на каком-то, я не знаю, наверное, неведомом энергетическом уровне, наверное, происходит. Поэтому, смотрите, бывшая может активизироваться, чтобы она не начала вам немножечко так, ну, портить настроение. Потому что вы же знаете, ну, то, что связано с бывшей, мало позитивных эмоций у вас вызывает. Тем более, что у вас и есть еще у некоторых опасения, чтобы она не разрушила ваши новые отношения. Напишите, ребят, у кого есть такой страх, да, вот что когда у вас появится новая женщина, может появиться бывшая, либо же гадости ей наговорить, да, вот новой, либо же еще там чем-то угрожать начать, либо там какие-то скандалы устраивать.
Напишите, у кого есть такой страх. Потому что, ну, реально есть какие-то неадекватные бывшие. У каждого свои тараканы. Я вам скажу, что ваша личная жизнь начнет налаживаться, но опять же не ждите стремительных каких-то таких моментов, потому что, еще раз скажу, ну вы сами тормозите своими страхами и сомнениями свою личную жизнь. И то, что у вас появится новая женщина, опять же, вы будете сближаться, отдаляться, как я уже сказала, да, брать такую вот какую-то вынужденную паузу, просто чтобы опять это все переварить в голове, да, побороть эти сомнения, эти опасения и страхи. Но, тем не менее, от этого вы никуда не денетесь, потому что для этого нужен, ну, реально специалист, который смог бы вам помочь разобраться с этими страхами, комплексами и сомнениями. То, что у вас будут со временем довольно гармоничные отношения, это однозначно. То, что любовь между вами появится, это тоже однозначно. Но опять же, знаете, вот через тернии к звездам, как говорится, да, вот помните, фильм такой был, когда вы будете шаг за шагом двигаться вперед, да, вот навстречу счастью, но этот шаг будет очень сильно продуманный, очень сильно вымученный и выстраданный. Это не будут отношения, которые бывают 20-17 лет, когда ты на крыльях любви летаешь, тебе там супер, ты не ешь, не спишь. Нет. Это отношения будут уже травмированного человека, да, вот с опасениями, со страхами. И опять же вы с этим ничего не сделаете, потому что это очень глубоко в подсознании, все наши вот внутренние страхи и проблемы. У вас наладится жизнь, ребят, наладится, просто я к чему это говорю. Ну, будет такая долгая дорога в дюнах, да, долгая дорога к счастью. Но это счастье, наконец-то, вы обретете. Это будет женщина без понтов, это будет женщина спокойная, домашняя, чуть моложе вас. Это будет женщина, с которой вам будет вот комфортно помолчать. Вот я обычно говорю, когда высший пилотаж, это когда двоим приятно просто помолчать, либо же приятно просто за руку подержать, да, и ты уже от этого кайфуешь. То есть все у вас будет, просто немножечко наберитесь терпения. И все у вас получится, и наконец-то глаза засияют от счастья. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!